Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео, пришли на канал Таро Нему. Таро расклад. Что будет меняться? Что скоро изменит тебя и твою жизнь? Мы с вами живем в эпоху перемен. И, может быть, один какой-то импульс вас подвигнет на то, что вы на что-то решитесь. А возможно, вы сначала решите какой-то вопрос. Так или иначе, неуловимая сила энергии перемен на каждого из нас оказывает воздействие в той или иной мере. Мы понимаем, с одной стороны, что есть обстоятельства, которые мы не можем изменить, но есть еще и сила желания, а есть еще и импульс. И, может быть, этот импульс у кого-то начинается с пустяка, когда даже раздражение наше или когда мы с чем-то не согласны в виде импульса побуждает нас от чего-то отказываться и идти вперед. А для кого-то все более серьезно. Вот те потрясения, которые мы испытали, иногда заставляют нас буквально все перечеркнуть, то, что было прежде, и отправиться туда, куда мы прежде даже не собирались. Каждый из нас прожил до этого периода какую-то свою жизнь, и поэтому мы, чтобы определиться, о каких переменах нам расскажут карты, чего или кого будет касаться расклад, мы сделаем сигнификацию и узнаем, кто вы, что в вашей жизни происходит прямо сейчас, или тот список, с чем вы подошли к этой точке. Назовем это точка нового отсчета. Итак, кто вы? О чем вы думаете? С чем вы столкнулись? Ну, тут думаете, так это точно. Карта двойка мечей. Двойка мечей – это всегда выбор, такой сложный. Причем он должен быть рациональным, скорее всего, вы это понимаете. Вы понимаете, что излишние эмоции могут осложнить вопрос или тему. Вполне вероятно, это у кого-то нам не показывают сферу жизни, но явно присутствует в вашей жизни сейчас выбор – поехать или остаться, продолжить отношения или завершить, согласиться, быть может, на какую-то работу или самому, ну, как-то продвигаться, да, согласиться, может быть, с той темой проекта, которая вас интересует. Или овчинка не стоит выделки, как мы говорим, игра не стоит свеч, но выбор явно стоит серьезный. Может быть, кстати, это то, что вы обдумываете уже не первый день, может быть и так. Кто вы и что прямо сейчас? Явно вы человек ресурсный. Девятка кубков говорит, с одной стороны, иногда я называю картой эгоиста. Но, видимо, у вас сейчас такая задача, что не все так в жизни светло, понятно или ясно, или прояснено, потому что даже карта такая темноватая, выбор этот сложный, и, может быть, на какое-то время побыть немного на своей волне вам совершенно необходимо. А кто-то, более того, сейчас, если вы чувствуете в своих руках, в своих ресурсах какую-то возможность, часто эта карта как преддверие получения денег или когда наше финансовое положение идет вверх, в гору. Может быть, вы приложили слишком много усилий, но вот тут незадача. Возможно, и прежде была какая-то подобная ситуация, когда вы тоже банально умели заработать деньги, но вы были слишком наивны, и поэтому деньги утекали сквозь пальцы. Я даже основываясь на ваших комментариях, мои дорогие, читая их внимательно, я вижу, что подобные истории у некоторых из вас точно были. И вот теперь тогда эта тема, да, или тот вопрос, когда вы обдумываете, как решить, как поступить, когда себе не в минус точно. Вот в минуса себе не хочется, но, может быть, не все так ясно, не все пока, ну, как бы можно было сделать уже однозначное вот или принять это решение. Тем не менее, мои дорогие, посмотрите. Шестерка пентаклей, карта, как и помощи высших сил, и это правда. Дела идут в гору, и есть какой-то прогресс, по крайней мере, финансовый. Даже если вы сейчас где-то обдумываете, денег недостаточно, вот именно прямо сейчас, но вы, скорее всего, имеете один план, а то и два, или, может быть, два источника дохода. Каким образом соединить одно и второе, чему отдать предпочтение, может быть, больше работать или что-то
ну, как если это ваш проект, заниматься продвижением проекта. В чем большая перспектива? Возможно, и этого касается вопрос. Возможно, это иногда касается и ваших близких, мои дорогие. Редко, но тем не менее, шестерка Пентаклей говорит о том, что мы кому-то помогали, может быть, забывая о себе. И в результате вот получается вот такая мрачная карта. Мы чувствуем себя словно в тюрьме. Пусть этих жезлов всего два, нам ничто не мешает. Но вот самые главные мысли, которые не дают покоя. Может быть, вы понимаете, если сейчас действовать опрометчиво или действовать на импульсе, вот никакого импульса, поэтому вот этот внутренний холод. Может быть, даже кто-то из вас пытается этот холод себе самом или самой сохранить, чтобы принять правильное решение. Но ясно ведь, раз выпадает двойка мечей, значит, уже ранее была какая-то ситуация, мы туда не хотим еще раз попасть. И вроде бы что-то с другой стороны, как со стороны другого меча, да, будем говорить, если мы о выборе. Всегда есть две стороны, два пути. Так вот, уже что-то подобное было. Но, видимо, было, закончилось-то не очень красиво. Да, а закончилось либо скандалом, либо ссорой, либо вы остались виноваты, либо все равно плохо. Может быть, это такая ситуация на работе, да, но как-то отнеслись, или в конечном итоге ваши бонусы, или если мы говорим взаимный энергообмен по работе, вам должны и оплатить, или как-то обозначить соответственный эквивалент при ваших приложенных усилиях. Было что-то обещано по пятерке мечей первого победа. Да, победа это есть, но вы не получили, может быть, того вознаграждение, которое было вам обещано. Или когда после, казалось бы, какой-то победы, эту победу украли, или кто-то ее забрал себе, воспользовался какими-то преимуществами, которые, по сути, принадлежали вам. Возможно, вы пытались что-то доказать. В целом, когда выпадает пятерка мечей, бесполезно что-то доказывать. Мы ничего не докажем. Каждый расходится при своем мнении, а если здесь был конкретный умысел, то тогда человек сознательно шел именно на такой поступок, что еще прямо сейчас. Вы знаете, тем не менее, да, действительно, вы уже когда-то силу свою потратили, мои дорогие, и вот теперь, наверное, очень не хочется снова остаться как неудел. Может быть, у вас очень много талантов, но вы, возможно, также себе сказали, пусть лучше эти таланты останутся при мне, или ваша экспертность в каком-то вопросе, или ваша вот эта сила. Вы пытаетесь переложить на благо себе самому, но если вот ваш какой-то проект или ваша какая-то задумка – она все-таки связана с людьми, с обществом, что-то доброе для людей сделать. Причем вы искренне явно хотели. Ну вот получили-то вот откуда-то к нам приходит эта пятерка мечей. И вы можете прийти к выводу, что нет, я теперь свою силу или никак, или только во благо самому себе. Накопили вы уже, тем не менее, силу. И вы знаете, наступает тут, может быть, волшебный момент. Вот, кстати. Как само провидение. 20-й старший аркан, страшный суд, нам ангел трубит о возрождении. Вот это правда. Вы сейчас, мои дорогие, сила ваша, она пойдет по возрастающей. А где-то карты нам говорят, если вы ничего подобного не почувствовали. Вы теряли постоянно силу, а, кстати, сила как и физическая, так и, в принципе, сила осуществить какой-то проект. Назовем это денежной энергией. Это все очень взаимосвязано. Когда мы отдаем кому-то свою силу, когда мы, пусть даже, знаете, из лучших побуждений участвуем в чем-то, да, но это не откликается никакой благодарностью даже, да, а после этого еще у нас остается как чувство, нас использовали. Вот именно в этот период мы теряем силу. Мы как сами себя разрушать начинаем. И вот, видимо, вот подобные ситуации, если у вас, у кого-то откликается, я так думаю, что-то, как будут развиваться дальше события, нам как раз и откроют карты. Так что же будет меняться? Что изменит и вас, и вашу жизнь? Потому что, видимо, все в нашей жизни, оно как бы за все нужно платить. Неважно, я не имею в виду деньги. Но, к примеру,
Не случайно же существует даже второй аркан правосудия. Где-то перекликаясь с этим арканом, он говорит нам о законах кармы, о тех законах, которые мы часто не думаем, когда включаемся в какой-то проект или наоборот, когда мы не всегда красиво поступаем, может быть, в мелких каких-то вопросах, а может быть, в чем-то более крупном. Причина и следствие работает всегда. Так вот, вас сейчас, для вас, мои дорогие, вот ваши таланты, время их раскрытия, вашей силы, которая должна быть направлена на вас самих. Вот сейчас будут проходить те перемены, которые, я так вижу, по этим арканам будут возвращать то, что принадлежит вам. Может быть, это, знаете, как по этой карте ведь нам говорят, как возрождение, да, или когда мы не оглядываемся, в принципе, назад в прошлое, мы просто идем вперед, но наращивать эту силу придется. И совсем не говорит карта о том, что мы будем избавлены от такого своего рода экзамена, поэтому бдить придется, я могу сказать и так, потому что вполне вероятно. Или подобные ситуации, как те когда-то случались прежде, может быть, даже с теми же персонажами, людьми, неважно. Пусть это работа, у кого-то личная жизнь, у кого-то вообще вопросы родственников, у кого-то друзья. Да, ну вот есть определенно вот какая-то вот эта ссора, камень преткновения, пирова победа. И вот то, что она была первой или как вашу победу отняли, ресурсы отняли, вот теперь наращивается сила, и теперь наступает, ну, то время, когда мы подводим итоги уже. Подводим итоги. И тут будет очень важно этот экзамен сдать на отлично. Может быть, я вполне могу допустить. У вас два старших аркана. Сила и страшный суд. Это вот, знаете, есть колода «Колесо года», это как дорога к свету. Но пока мы эту дорогу к свету пройдем, вполне вероятно, нам еще высшие силы, вот когда устроят какой-то экзамен, который мы должны сдать на отлично. Ладно, что будет меняться? Что изменит вас и вашу жизнь? Какие перемены на пороге? Если вам где-то подходит все то, что вам рассказали карты, смотрим дальше. Так что же будет меняться, с чем будут связаны перемены? Сохранять придется как и себя и буквально деньги. У вас еще появится много желающих, желающие именно на вашу ресурсность, на ваши финансы, на ваши проекты. Кто-то словно захочет присоседиться к вашему успеху. Здесь вам и самим будет дано доброе, хорошее такое настроение. Самое главное, наверное, вы будете видеть плоды труда своего. У вас что-то будет получаться. Иными словами, вас что-то будет вдохновлять. Возможно, это и будет связано с конкретным человеком. Но вот ведь не задача. 4 пентаклей и 7 кубков. С одной стороны, не потратить буквально деньги туда, куда не нужно. Или на то, что вас, может быть, призывают. Или, может быть, как первый импульс, да. Но и с другой стороны, не застрять где-то. Вот в этих приятных эмоциях, а себя на что-то организовать. А на что? Возможно, вот эта 7 кубков для кого-то вот тот экзамен, о котором я говорила, встреча с человеком из прошлого. А может быть, это тот человек, который есть в данном случае уже в вашей жизни, у вас с ним есть контакты. Может быть, это и близкий человек, или это однозначно человек тот, который, я так больше вижу, либо вас когда-то, ну, может быть, мы вместе строили планы, потом этим планом не суждено было завершиться, или вы расстались. В итоге вместо каких-то желаний, может быть, любви или продолжения отношений получилось так, что вы один или одна, и вдобавок куча каких-то иллюзий. Причем тех иллюзий, которые вы, скорее всего, вот эта двойка мечей, у кого-то будет касаться личных отношений. Именно потому, что как мечтать, то мы двое, а как какие-то вопросы более конкретные, так я один или одна. И у нас, что интересно, как бы за спиной карты двойка кубков у нас находится 5 жезлов. Карта информационного хаоса. Или я ее так называю, когда много обещаний, когда много расплывчатых, сбивчивых обещаний, за которые и не возьмешься, да, имеется в виду, как за основу их не взять.
Или это те люди, на которых мы не можем понадеяться. И не потому, что человек плох или хорош. Очень часто, возможно, даже как по судьбе, может быть, сама по себе встреча с данным человеком была для кого-то экзаменом, чтобы не поддаться на какие-то уговоры и правильно разделить зерна от плевел. Это правда, потому что по пятерке жезлов проходят люди сложные. Сложные они тем, что им очень как-то трудновато определиться. И они не потому, что хотят кого-то обидеть, но они где-то могут напоминать, с одной стороны, людей, которые любят путешествовать, такие непоседы. Они очень привлекательны, много интересов у них, самых разносторонних. Но если попытаться посадить этого человека на якорь, ничего не получится. И есть иногда по пятерке жезлов то качество, когда вас человек, может быть, и не хотел обидеть. Но, в принципе, он всегда ищет что-то новое. Ему все время нового хочется, ему драйва хочется. Ну уж точно не сидеть на месте. Давайте посмотрим, что еще. Поэтому такой у кого-то из вас, тем не менее, да, вот опять же продолжает нам историю. Ну, наверное, экзамен жизни будет в том, что я тут вижу как некое дежавю, мои дорогие. Может быть, вот эти отношения, вот ту историю, которую я писала, это было в прошлом. И это было не раз. И что-то вот сейчас может повториться, по крайней мере, вы это допускаете. Или кто-то из вас находится вот в этом сложном выборе, может быть, есть еще общение, отношения, ну, может быть, и идут ни шатка, ни валка, но вы уже видите четкие ориентиры, что ничего серьезного тут не получится. Я теряю время, или более того, я теряю не просто там само по себе время, а я теряю свои годы, я теряю какие-то надежды на то, что создам семью для тех, кто хочет именно серьезных отношений, а не легкости. Ну, если легкость, то, пожалуйста, вот как раз с такими людьми нам может быть очень даже интересно. Но так или иначе, тут идут те, скорее всего, любовные отношения, любовная история, когда, пожалуйста, перевернутый человек, да, повешенным мы называем этот аркан, и в этой колоде, обратите внимание, ваше время пошло. И человек наш, он вовсе не перевернутый. Если мы внимательно присмотримся, он как будто сам держится за эту перекладину. И последние секунды отсчитывают часы. Ваш выход. Пора принимать решение. Закончить какую-то тягостную историю или то, что длится уже, может быть, у кого-то несколько лет. Что тут у нас выпрыгнуло? Ух ты, мои дорогие. Аркан юстиции, десятка кубков. У кого-то это была семья, или, может быть, вы строили уже планы на семью. У кого-то была семья, и в силу причин непреодолимых действий или непреодолимых обстоятельств эта семья была разрушена. Меня смотрят люди из тех стран, где, увы, идет война, где есть военные действия, и когда тут, ну, пожалуй, сам себе не принадлежишь, и, может быть, вот это не просто разочарование, а трагедия, которую вы пережили. Может быть, вы потом и пытались отстроить что-то, да, но это же постоянно тогда наше сознание нас отбрасывает в то время, когда мы были счастливы. Поэтому аркану, ну, это вот выпрыгнуло у нас карты, да, две, но они не выпали, я их не достала. Может быть, это вот для кого-то та семья, которая могла бы быть, но не состоялась, а для кого-то из вас была в принципе семья, но все было разрушено, и вам пришлось как новый жизненный этап начинать. У кого-то будет и так. Ладно, смотрим дальше. Так что же будет меняться? Ну, не успеваю сказать. Меняться, потому что по последнему аркану, вот смотрите, мы закрываем в прошлое дверь. И у нас показан рыцарь жезлов. Будь готов к неожиданностям. Пойдем с вами дальше. Что будет меняться? Хорошо, уже дали подсказку, что будет меняться. Как изменится ваша жизнь. Очень интересно, карты живут своей жизнью. Но вот если все то, что я говорила по старшему аркану суд, у нас выпадает юстиция, я, кстати, вспоминала, закон кармы, причина и следствие. Так вот, не сомневайтесь, он сейчас в отношении вас точно работает.
что будет меняться. Восьмерка пентаклей. Будет много работы, будет много вообще, в принципе, какого-то рода занятий. Может быть, это будет связано не только с работой, а еще и с документами. Будет какая-то рутина, приготовьтесь к этому тоже. Вам как будто по судьбе, а может быть, для кого-то из вас, это возвращаются те вопросы через юридическое оформление документов, через то, что вот как судьба возвращает вам какой-то шанс. Ну, для этого, возможно, по каким-то инстанциям, может быть, юристы, адвокаты, или пройти какие-то консультации. Вам придется собрать какие-то документы. Причем так, это тот период, который вы что-то не решите очень быстро. Но определенно, с учетом того, что я говорила, вам сейчас судьба или где-то вот скоро будет меняться, у вас будет возможность именно как забрать свое. Или то, что вам принадлежало, но, может быть, прежде в силу разных причин вы это не получили. Но вот именно теперь нужно настроиться, возможно, даже на какую-то рутину, когда вам придется, ну, так себя, даже если вы будете сетовать на то, что очень долго какие-то, знаете, как проволочки, бумажная волокита, но тем не менее, нам сразу карты говорят, ты настраивайся на какой-то более долгий забег. Тут надо именно действовать, так, знаете, настойчиво. Точно. Какое-то время настойчиво, но потом вам словно помощь посылает судьба, потому что аркан Колесница — это, знаете, как какие-то невидимые силы вас могут такой своеобразный водоворот закрутить, но это карта, которая как путь к успеху. Но, может быть, вы узнаете какую-то новость после этого, тут точно будет меняться. Тут это уже скорее нам описывают какую-то другую даже сферу жизни. Вот вам предстоит, если мы спросили, что будет меняться, да, что изменит вас и вашу жизнь, то получается, что тут как по закону. У вас что-то ну, может быть, это где-то отчасти вопросы финансов, может быть, это связано с недвижимым имуществом или движимым имуществом, но явно это какой-то материальный вопрос или материальная тема, которой придется какое-то время вот так вот настойчиво и заниматься, и уделять внимание. Но далее следует карта колесница. Это врывающаяся буквально информация, перемены, какие-то возможности – и как будто вихрь вот этих перемен вас может вообще закрутить. Хорошо, что это значит? Как изменится ваша жизнь? Ух ты, да вы куда-то поедете. Может быть, это будет предложение. Может быть, кстати, мы говорили о как и о законе кармы, так мы и говорили об экзамене. Но, может быть, ситуация такая будет связана, что вы сами куда-то намереваетесь ехать и видите в этом целесообразность, потому что все-таки по шестерке мечей это мы сами инициируем какую-то поездку. Всегда мы отплываем как от предыдущего берега, потому что уже все опробовано. Мы уже в прошлом все знаем. Или в конкретной местности мы не можем раскрыть свои таланты, мы не можем что-то осуществить, что-то пробуксовывает, может быть, не срабатывает. Или иные обстоятельства жизни нас двигают буквально идти вперед. И по шестерке мечей мы отправляемся. Это карта заслуженного успеха. А впереди у нас старший аркан, который сам по себе как успешный. Но это не то, что будет, это успеха и скорости карта. А шестерка мечей будет говорить о том, что этот успех, но для него еще надо пройти какую-то дорогу. Но тут явно с интересом какая-то дорога будет или буквально путешествие, может быть, на конкретную местность, чтобы узнать что-то самому или самой, увидеть своими глазами, ну, какие-то важные диалоги провести, согласования, понимать, как работают, может быть, законы даже. Тут явно могут быть или дорога в разведку, или вообще, знаете, как закрутится колесо вашей судьбы, или история судьбы, что успевай поворачивайся. Вот правда, эти две карты. Это прямо вот если мы говорим, перемены врываются в вашу жизнь. Вот когда вот эти две карты, очень что-то похожее на то. Но вот смотрите. По пажу мечей вы узнаете еще какой-то, может быть, находясь в другой местности или находясь в какой-то инстанции, вы узнаете определенную новость, которая вас может подвигнуть вообще что-то переиграть. Точно, смотрите. Вы приготовьтесь, мои дорогие, к тому, что
И новостей будет достаточно, но в зависимости от этих новостей вы как можете поехать. Может быть, вы и раньше собирались куда-то перемещаться, но сроки были иные. Вот тут вы будете смещать сроки, вы будете корректировать свои планы, потом вы еще слышите какие-то новости или предложения, которые ваши планы опять могут скорректировать. Вам где-то предстоит, и все это происходит на фоне рутины. Вы можете заниматься каким-то делом, вот как говорится, никого не трогаю, подчиняю примус. Ну, я в шутку, конечно, привожу слова Михаила Булгакова, "Мастер и Маргарита", но правда, тут мы говорили о рутине, о том, что ну вот все вот так настойчиво, спокойно, и вдруг раз, два, вот такие какие-то вихреобразные сами по себе перемены, да тут еще плюс новости, которые нас заставляют корректировать планы. В конечном итоге, да, из какой-то путаницы и лабиринта вы однозначно выйдете, потому что туз мечей. Вы знаете, вы сами изменитесь. Вы настолько изменитесь. И, может быть, это за короткий период времени. Для кого-то из вас, может быть, это, ну, ближайшие 6 месяцев, за полгода. 6 карт мы достали. Если так, мы условно, конечно, да, у кого-то 6 недель. У кого-то, может быть, настолько все быстро поменяется, что это произойдет намного раньше. Это условный срок, конечно же, но все же выход из лабиринта, как я говорю, он у вас будет. И чаще туз мечей — это когда мы еще раз можем что-то изменить. Это будете менять уже вы, потому как более отчетливо видите, как и способ приложения ваших усилий, способ именно, да, с чем соглашаться, может быть, или что рассматривать, от чего вы будете отказываться, что вам даст больше КПД от проделанной работы или от приложенных, может быть, каких-то согласований, у кого здесь что будет происходить. Ну вот ведь я допускаю, мои дорогие, что вы будете заниматься одним делом, а тут вам может прийти внезапно какое-то предложение, и вы будете думать, соглашаться или отказаться. Вроде бы вы как уже с чем-то определились, да, вот мы сказали по этим двум картам, как жизнь вернула что-то, и тут вдруг еще какие-то перемены врываются, заставляя нас корректировать планы. Хорошо, как изменитесь вы, как изменится ваша жизнь? У кого-то переезд может быть очень далеко, но вы сами изменитесь более чем. По аркану звезда, возможно, все. Может быть, вот это хладнокровие, когда вот вы сейчас думаете, да, и думаете, вот не могу я определиться с чем-то. Стараетесь где-то себя, ну, сконцентрировать на холодной голове, на рациональных мыслях, а где-то чувства, может, и не дают еще пока покоя. По аркану звезда — это, знаете, конечно, по этому аркану рост вашей популярности. И для кого это актуально, здесь может быть и такое тоже. А эта карта может старшего аркана, как говорить о том, что вы куда-то уедете и останетесь там на очень далекий срок, долгий срок точнее. Ну, точно так же и про популярность. Отчасти звезды, пространство, эфир, интернет и, кстати, шестерка мечей тоже об этом. Кто-то из вас начнет, может быть, какое-то личное дело, или вы будете учиться чему-то новому. Кто-то будет учить языки, кто-то языки программирования, кто-то вообще будет искать новый дополнительный источник дохода. И вполне вероятно, этот источник, ну, как вам возможность работать из любой точки мира, потому что по аркану звезда тут могут быть очень далекие какие-то перемещения. Видимо, пройдя какой-то путь, как у Данте. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Но я надеюсь, этого не произойдет, но что-то подобное, похожее. Правда, мои дорогие? Вот такие перемены. Но вы от этого становитесь только сильнее. Вот помните про эти две карты. Для вас, знаете, вот не должно быть какого-то застоя. И не должно быть потери времени на конфронтации. Пожалуй, это две основные составляющие вашего успеха и где-то вашего счастья. Знаете, вот не бояться, наверное. Тут время больше знать, чтобы меньше бояться. Вот факт, потому что ведь это карта отчасти знаний.
И мы добавляем себе знаний, и мы становимся более неуязвимыми. То, что нам вчера еще казалось, ну, это ерунда, а мы теперь уже понимаем, что да нет, это не ерунда. Вот какие-то такие э, основополагающие вещи, когда как живет мир, по каким законам, что нам нужно, какими способами взаимодействовать, выстраивать отношения с людьми, или как обустраивать нашу собственную жизнь. Тут может быть такой разворот судьбы, когда вы раньше, и правда, может быть, ваша жизнь была такая спокойная, размеренная где-то, а тут настолько все меняется, и на смену этому спокойствию приходит полный жизненный драйв, причем очень далеко. Но вот я самое главное, что я вам хотела сказать. Как будто по королю Пентаклей кто-то из вас, как меняется жизнь. Поэтому вы можете встретить человека, который может быть вам другом, помощником. Как знаете, помощником отчасти даже по бизнесу, если, к примеру, у вас свой личный бизнес, или вы хотите, задумаете такой завести, или вы начнете что-то изучать. В любом случае, это ресурсный человек. Но точно так же иногда эта карта говорит о том, что это наши близкие, супруг, супруга. Мы уже по полу карту не рассматриваем, да? Конечно, меня больше смотрят девочек, но это может быть и новый брак. Взамен тому браку, вот те карты, которые переворачивались, который был когда-то. Вполне вероятно. Причем как бы ваш избранник тогда будет с учетом карты звезда где-то очень далеко. Он как в другой плоскости, в другом мире. И вам, прежде чем вы встретитесь, вот для чего нужны эти перемены. Вы должны куда-то отправиться, мои дорогие. Может быть, и выучить языки, достичь, ну или язык, допустим, да, достичь какой-то уверенности, может быть, как в собственном деле, или суметь себя отчасти даже где-то обеспечивать. Тут мы не надеемся, да, все-таки нам показан труженик, карта рутины, но еще и работы. Работы, кстати, по части прибыли, по части получения денег. Одна из лучших карт в колоде на деньги. И когда есть возможность заработать. Но тогда подстать вам будет точно такой же человек. Но это люди надежные. Вот кто-то, может быть, очень далеко встретит свою вторую половину. И этот человек тоже будет очень долгое время, может быть, как и вы, со своим списком разочарований в жизни. То есть это не будет юнец, нет. Это будет тот человек, который прошел сложный какой-то опыт. Но благодаря именно этому и какой-то жизненной мудрости он вас может понять. Он вас может однозначно поддержать. Я допускаю, что это будет просто даже какое-то содействие. Но то, что интерес к вашей персоне будет, это однозначно. Потому что два старших аркана, они ведь не случайно тут у нас сходятся. Ну, просто у развития отношений свой срок. Королева мечей, посмотрите. И если меня смотрят мои дорогие девочки, это вы вот в такой, с одной стороны, неуязвимой позиции, когда я надеюсь сама на себя, вот совершенно что-то другое. Если предыдущий аркан или где-то нам с вами говорили, тут кубки, правда? То есть это где-то нежность, ласка, по аркану сила. Ну, это старший аркан, тут немножко вообще все по-другому, но огненная более карта. Хотя я должна сказать по этому аркану Солнце в Деве. Солнце в Деве, то есть это критическое мышление во всех проявлениях. Но критическое мышление – это только мышление, а королева мечей – это сила действий в одиночку. Поэтому вполне вероятно, вот вам, может быть, нужно настолько быть и неуязвимым человеком, и правильно видеть обстановку, которая вокруг вас. Это рационализм определенный. Вам потребуется какой-то, возможно, период, когда вы должны будете, ну вот, или ничего не происходит, или будет такая своеобразная пауза. Может быть, даже вы так окажетесь в какой-то местности, где вам придется буквально себя сохранять и какое-то время, с одной стороны, вот, кстати, вот эти две карты именно в этой колоде могут означать, что какой-то процесс работы, который не может быть выполнен быстро. И поэтому вы, как и накапливаете силы, вы будете накапливать ресурсы. Но для кого-то из вас тут как раз ресурсы будут приходить очень неплохо. Но вы, оглядываясь назад, будете себя останавливать, говоря, что
я сделал все, что мог, или я сделала все, что могла. А вот по какой-то предыдущей истории. А вот теперь как будто вам больше еще и независимости захочется. Или, может быть, вы столкнетесь, кстати, с такими ситуациями, когда вы не будете знать, как вам решить какой-то вопрос, или когда вы предпочтете себя лучше сохранять и в чем-то не участвовать. Вы сами можете, как знаете, отойти от каких-то дел. Может захотеться. Давайте посмотрим. Или ситуация какая-то быстро нерешаемая. Но тем не менее, это вообще нам о чем? О чем нам хотят сказать вот эти две карты? Давайте уточним. Победа. Вы будете буквально, как есть выражение, ковать победу. Да, вы накопите силу за это время. Но это не просто может быть накопление, кстати, ресурсов в том числе. Вот это какая-то, знаете, упорная работа. Но в конечном итоге вы получите именно победу. Вы будете видеть, для чего все это было нужно. Ладно, как изменитесь вы, как изменится ваша жизнь. Что изменит тебя, что изменит твою жизнь. Та, которая все знает. Очень символично, да? Аркан правосудия. Это вам как по судьбе. Как будто кому-то по судьбе переехать, а кому-то по судьбе. Это, конечно, карта может говорить о том, что вы будете интересоваться эзотерикой, да? Ну, тем более, если вы смотрите уже Таро. По этой карте это мы как раскрываем свои какие-то силы, которые до этого времени мы просто не учитывали. Работает, безусловно, интуиция. Для кого-то адаптироваться, опять же, нужно к обстановке. Жрица, она никому ничего не доказывает, и тем не менее, это карта независимого человека. Это тот, кто предпочитает как в полутени оставаться. Ага. Тут, смотрите, тут может быть как и тайная, женщина, конечно, у кого-то. Вот у кого-то и так может быть, вполне вероятно. Какие-то сложные отношения, но тем не менее. Императрица, мои дорогие. Тут в ваших руках, я так вижу, будут сосредоточены не только ресурсы, а какие-то еще силы. Может быть, эти две карты будут говорить не просто о вашей популярности, а когда о ком-то из вас будут говорить с удивлением и принимать именно ваши знания, вашу силу, ваши возможности какие-то, как уважение в обществе, ведь это императрица статусная карта. Но у кого-то из вас решатся вопросы и по жилью, и вопросы именно в паре, да, по построению семьи. И тогда с императрицей король Пентакли– это тот человек, который будет готов вам помогать, мои дорогие. Именно вам помогать. Это не император. Семерка жезлов. Это работа с информацией, когда мы быстро не откликаемся на что-то, когда мы понимаем, что нас могут втянуть в какое-то дело, а нам туда не надо. А, видимо, вот этот печальный опыт, из-за которого вы сейчас стоите, как на развилке жизненной, поверьте, вы еще вспомните, как хорошо, что пусть это был сложный период жизни, но я теперь точно знаю, куда я не пойду или как я не буду делать, поступать, потому что вот по тройке мечей мы уже где-то находили эти старые грабли, и мы не хотим еще раз остаться вот как в каком-то небытие. Вот вас будут, наверное, самое главное нашего расклада как раз в том, что вы сейчас, может, вам и кажется такой сложный путь, да? Так часто меня, может быть, подводили, потому что явно ресурсный человек. Или, может быть, было предательство, вот по пятерке мечей, тут какая-то была очень тяжелая ситуация, но вот какова бы она вам тяжелой не казалась, поверьте мне, вы не раз вспомните свою силу, которую вам именно дала вот эта деструктивная ситуация. Или с человеком, или с близкими людьми, да, или пусть это даже касается работы. Вот, видимо, только тогда и будет подведен вами итог. Вот что интересно, и ведь это пройдет, правда, это не завтра, это не через месяц. Вот такие итоги когда мы какую-то веху уже в жизни прошли. Вот когда сначала как путь вот верховной жрицы, да, или той, которая
только первые шаги по укреплению самой себя, по сохранению самой себя. Но потом это уже принимает другой статус. И в то же время, смотрите, будут вокруг вас происходить те события, которые кого-то ранят, кого-то, может быть, или то, что вот как во внешних обстоятельствах вы будете видеть, но вы себя будете благодарить за то, что вовремя прошли вот этот какой-то сложный этап, а оно так и есть. Мы все делаем работу над ошибками, словно в свое время, как кому суждено. Но в конечном итоге вы подводите уже какой-то баланс, вывод. 21-й старший аркан – мир. Безусловно, по миру возможно все, причем все доброе. Но и на этом вы не успокаиваетесь, мои дорогие. Посмотрите, у вас как несколько стадий за одну жизнь, несколько эпох. Завершается что-то одно, а по тройке пентаклей нам уже интересно что-то новое, и мы идем дальше. Жизнь меняется, и вы меняетесь вместе с ней. Но вот тот вот опыт, который вы пережили, я снова повторяю, поверьте, он для вас как броня, как панцирь, как доспехи для рыцаря, мои дорогие. Это правда, потому что там, где вы очутились однажды, вы никогда больше себе не позволите быть или в том состоянии, которое вам довелось пережить. Вы тоже имеете в своей душе хороший, стойкий иммунитет. И поверьте, это самое главное, что нужно в жизни, наверное, а все остальное вы создадите сами. Перекладывайте на себя, мои дорогие. И люди-то ведь тоже, пусть немного, вот что интересно, немного выпало персональных карт. Практически одна. Я не беру старшие арканы. Я беру только одну карту короля Пентаклей. Карта, пусть консерватора, да, тут у него не совсем про вдохновение, но это люди надежные, с которыми вам будет и надежда, и уверенно. Ну, это еще и вы как бы в статусе императрицы, а король все-таки немножко ниже статусом. Это тот, кто, о чем нам говорят карты, да, это тот, который готов проявлять заботу о вас. А это уже немало. Перекладывайте на себя. А я благодарю за ваши искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.